Итак, всем привет! В этом ролике я открою глаза на ошибки, которые ты допускаешь в игре. В основном этот ролик будет очень полезен новичкам, которых сейчас достаточно много. Но не спешите выключать этот ролик, ведь 90% комьюнити так или иначе совершают эти ошибки. Да-да, даже ты, мой маленький киберкок, делаешь типичные ошибки. Давай договоримся. Если находишь свою ошибку в ролике, ставь лайк и пиши в комментарии, что именно ты делал неправильно. Будет очень интересно почитать. Ну а теперь переходим к ролику. Итак, мой маленький киберкок, ты начинаешь зажимать до того, как нацелился на модельку. Как мы все прекрасно знаем, первые 5-10 выпущенных пуль летят в точку. Прицел просто немного поднимается вверх. Многие игроки на панике, заметив пикающего оппонента, сразу же жмут кнопку стрельбы, еще не наведя прицел на модельку противника. Выпускают те самые 10 патронов, после чего прицел начинает кидать отдачи в разные стороны. Это в корне неправильно, и это необходимо фиксить в своей игре. Сначала навелся, потом начал стрелять. Так правильно, так делают проигроки. Делай так и ты. Что тебе мешает? Наверняка вы видели хайлайты условного Касая и еще парочки долбоебов с ТикТока. Я в целом понять не могу, каким людям нравится смотреть на эти эпилептические припадки под музыку. Мало того, большинство откровенных идиотов пытаются повторить их стиль игры. Видимо, этим приматам так нравится сосать всю игру ради одного-двух фрагов, дергаясь как эпилептик. Очень надеюсь, что моих зрителей не коснулся этот пункт. Ведь в большинстве своем вы у меня достаточно умные ребятки. А теперь боль всех соло-плееров ММ. Тот самый тупой тиммейт, закупающий калаш на втором раунде. Если ты и есть тот самый тиммейт, огромная просьба. В начале раунда будь так добр, нажми на таб и посмотри, сколько денег у каждого конкретного игрока. Перед тем, как закупаться, посмотри, что закупают твои мейты. Ты, видимо, никогда этого не делал и закупался от балды. Давайте начнем с того, что покупать калаш на втором раунде максимально тупая идея. Так же, как и закупаться под ноль на эко или форсе. Анализируй экономику команды, чтобы не сидеть с фармилкой на фулбае. Статичные префайеры. Пока что звучит непонятно, но необходимо ввести этот термин для лучшего понимания. А теперь следи за руками. В игре существует два типа префайеров – статичные и динамичные. При статичном префайере вы стоите на месте и встречаете выходящего противника. При динамичном пушите его, то есть находитесь в движении. Статичные префайеры не работают в нашей игре. Слишком много факторов мешают убить выбегающего типа. За редким исключением у тебя получится забрать типа статичным префом. Даже я зачастую пытаюсь выцепить фраг статичным префом, и в 80% случаев это кончается моей смертью. Тебе просто надо знать, что в станке преимущество на стороне пикающего противника. Итак, последний пункт на сегодня. Начну его с такого вопроса. Когда ты вообще отдыхал? Я бы на твоем месте не спешил с ответом. Игра без отдыха отрицательно сказывается на твоей отыгровке. Начиная от понимания игры, мышечной памяти, заканчивая моралью. Если ты, мой маленький киберкок, каждый день насилуешь свою психику, играя в станочек, у меня для тебя плохие новости. Абсолютно в любом деле необходим отдых. И если вам говорит какой-то киберспортсмен играть каждый день по 8+ часов, шлите его нахуй. Более тупого совета не может существовать. Отдыхать настолько же важно, как и разминаться перед игрой. Главное, помни, что всего должно быть в меру. В целом, как-то так получился пилотный выпуск. Пиши в комментариях, как тебе ролик, ставь лайк, а еще подписывайся на ТГ-канал и группу ВК. Возможно, скоро там проведу какой-нибудь розыгрыш, так что включай уведомления и следи. Увидимся в следующем ролике.